Она молча выслушала все и говорит мне: слушай, хорошо, что ты мне это рассказал. Я уничтожу этот проект. Я сделаю все, чтобы он не состоялся. Российская армия начнет занимать все больше и больше территории, либо вот перед такой, кстати, дилеммой, что надо или отдать эти территории, либо перебрасывать туда войска с других участков. Но если заминировали, я требую немедленно разминировать. Вот так вот прям буквально. Никто, оказывается, до сих пор не знает, заминировали или нет. Зародить сомнения. Могут они высадить десант или не могут высадить десант? А черт их знает, эти мины рабочие или нет. Всем привет, вы снова на канале Ширяев и Ширяев, где я, журналист Евгений Ширяев, и мой отец, военный обозреватель Валерий Ширяев. Мы обсуждаем последние события. Здравствуйте. После перемирия разгораются бои по всей линии фронта. И за последние пару недель начала складываться особая ситуация на севере, в Сумской и Харьковской областях. Вот этому уделим особое внимание, потому что потенциально это может привести к изменениям в оперативной обстановке, прямо вот к оперативным изменениям. Да, на минувшей неделе, несмотря на пасхальное перемирие, 3 населенных пункта взяты под контроль российскими военными. По данным Минобороны, это Диброво в ДНР, Волчанские хутора в Харьковской области и Миропольская в Сумской области. Вот о чем хотелось бы еще сказать. Появились комментарии к нашему прошлому выпуску, где в рассказе о рейде конницы Даватора совершенно справедливо вот вы поправили меня, что все-таки пулеметы, которые тогда стояли на вооружении вермахта, все-таки были МГ-34, МГ-42 появился позже, все так оно и есть, но темп стрельбы таков, что, вообще-то говоря, лошадям, кавалеристам все равно. При 1200 выстрелах в минуту конный рейд – смертельно опасная вещь. То есть, как бы комментарий, спасибо за него, но, в общем, по большому счету сути не меняет. Да, слушай, ну еще вот момент, действительно, пасхальное перемирие кончилось, 2 дня, что за это время удалось, чего достичь, какие плюсы, минусы, подводные камни? Во-первых, есть видео и фотографии, как на некоторых участках, именно вот на отдельных участках, российские, украинские, в этом случае, эвакуационные команды, значит, похоронные команды с белыми флагами демонстрировали дроном противника, разведывательным, демонстрировали свой белый флаг и шли, собирали тела погибших и вывозили раненых. И это во многих местах было. Но в целом мы получили вот такую картину. Командование управляло высшее, поскольку не было четких параметров перемирия, где что и как, а так в общих чертах оно было сформулировано. Командование контролировало, во-первых, удары на больших дистанциях, ну, так вот, дроны, которые запускаются внутрь России, там, внутрь Украины и так далее, какие-то особо мощные вооружения, 3-тонные ФАБы, допустим, и крупные наступления они могут остановить приказами, что вот все не двигаться. Все остальное, что происходило в тактической зоне, было фактически, значит, вне контроля командования. То есть избежать вот этих перестрелок бесконечных по всей линии соприкосновений было просто невозможно. И они вспыхивали постоянно и постоянно с обеих сторон. Видно было, что, в общем, это неконтролируемая вещь. Для чего? То есть или надо приложить какие-то особые усилия, чтобы это контролировать. Сейчас не получилось. Почему? Это нам интересно. Я же говорил, это прообраз будущего перемирия. Если вот на этой огромной серой зоне, значит, в этой серой зоне возникнет, значит, войска в условиях перемирия, то заставить их вот так вот просто всех командиров до дна, прекратить огонь и ничего не делать, оказывается, не такая простая штука. И все легко может сорваться, просто перестрелки переходят в массовые перестрелки подтягивают артиллерию, потом удары дронами и все. То есть удары дронами друг по другу, тактическими, во время этого перемирия были. Ну, для этого нужно независимое наблюдение, которое установит постфактум уже, кто первый начал, кого привлекут к санкциям. Во-первых, наблюдение. Во-вторых,
в волю командования и искреннее желание сторон соблюдать перемирие. Вот так. Это все должно сойтись в одной точке. Тогда будет толк. А вот так, как сейчас, ну, видно, что неконтролируемый процесс. То, что они потом объявили, многие тысячи нарушений с обеих сторон. Украинцы обвиняют российскую команду, российско-украинскую, все понятно. Я верю и тем, и этим. Действительно, многие тысячи нарушений были по фронту. Ну хорошо, какая тогда основная картина событий, если мы не берем Харьковскую, Сумскую область? Ну, кое-что происходит все-таки после вот этого затишья относительного, как я уже сказал, в ходе, значит, перемирия начинают разгораться бои. В Константиновке, в юго-восточной ее части, уже где-то до 25%, до четверти вот этого массива конкретного перешло в серую зону. Там уже инфильтрация, там уже российские сверхмалые группы. И, конечно, бомбят ее прям вот не по-детски. То есть, пока это еще, ну, если с видео смотреть на Константиновку, не Бахмут разрушен, нет. Но к тому все идет. Утюжат не по-детски авиационными бомбами, и просто бомбардировки непрерывные. Ну, то есть, готовят к продвижению, вот, к инфильтрации далее. Но украинское командование постоянно перебрасывает туда, в этот участок, небольшими группами подкрепления. В Запорожской области, в том месте, где фронт примыкает к Днепру, вот к этому бывшему водохранилищу, сложилась такая ситуация, что войска группировки Днепр вышли к населенному пункту Приморск, от которого до окраин Запорожья уже километров 12, то есть совсем рядом. И вот сейчас идут постоянные контратаки украинских войск в основании между Степногорском и Приморском, чтобы отрезать эту часть российских войск, то есть вот эти группы военнослужащих, отрезать и прижать к Днепру. Ну, окружение фактически вот такое сделать, да? Вот. Но пока без успеха особого. Но они прям вот непрерывно эти атаки идут. Ну, так что по поводу Харьковской, Сумской области? Это буферная зона. Да, так называемая будущая еще буферная зона, она не сложилась. Но, ты знаешь, интересные процессы проходят. Мы не можем, как раньше, так сказать, рассматривать их как малозначительные, уже значительные. Угу. Что же происходит? Вот эти маленькие, такие небольшие, ну, назовем их там тактические успехи, да, захват одного села, там, другого, третьего. Они в нескольких буквально местах. В двух местах в Сумской области, в двух местах в Харьковской области. Да. Один в Волчанску, другой, в общем... Да. Вот это маленькие такие анклавчики. Да, они стали обрастать территориями вокруг. То есть войска российские выходят вправо, влево, занимают еще какие-то деревушки, еще какие-то. И они потихонечку растут. Процесс вроде как не очень заметный такой, но за последние 2 недели он ускорился. Особенно вот на этой неделе. И я обратил внимание, что они все, в общем, по одинаковому сценарию развиваются эти события. Вперед, в глубину украинской территории вдаются не сильно. Главное, что по ширине фронта длина. И получается, они такими длинными, узенькими такими отрезочками заходят на украинскую территорию. Стали образовываться линии, уже полосы, линии фронта. Небольшие пока совсем. Однако, они вместе составили довольно приличную величину. И, длину, я имею в виду, если все вместе сложить. И теперь украинское командование как бы уже должно насторожиться, потому что возникла реальная опасность, что либо российская армия начнет занимать все больше и больше территории, либо вот перед такой, кстати, дилеммой, что надо или отдать эти территории, либо перебрасывать туда войска с других участков, то есть резерва. Их особо нет. И вот получается, что российское командование как бы растягивает украинское командование на шпагате. То есть растягивает линию фронта. А теперь посмотрим, сколько это километров. Я дал себе труд измерить. Мы обязательно должны в голове держать, что Сумская область очень богата лесами. Там есть знаменитый Большой Сумский лес, так называемый, прям густые, настоящие леса. Это вовсе не какие-то чахлые там степные те самые деревца. Прям заблудиться можно.
в этих лесах, уже когда наступает период вегетации, распускаются почки, под прикрытием зеленой листвы продвигаться гораздо проще, укрываясь от разведывательных дронов и ударных дронов ВСУ. Это облегчает задачу наступления. Вот обязательно надо об этом понимать. Теперь я дал себе труд просто по карте сложить вместе все эти отдельные участочки и посмотреть, какой общей длины фронт возник. Заново возник, понимаешь? То есть его не было раньше. 150 километров минимально. Это уже много. Это уже надо что-то делать. Если так дальше они будут продвигаться вглубь территории и расширяться, то возникнет просто новая зона контроля большая российской армии. Это уже просто как бы сравнимо с Запорожьем, понимаешь? Пока все это делается малыми силами, и украинское командование не сильно реагирует на это, на все, потому что видит, что с той стороны применяются не очень крупные силы, но тем не менее расширение-то идет и идет, и с каждой недели вопрос будет все острее для Сырского. Что с этим делать? Вот, уже сейчас кое-какие небольшие части все-таки были сняты и переброшены вот на север, в Сумскую и Харьковскую область, из Купинского участка, из Запорожского участка. То есть резервы Сырский уже потихоньку начинает изымать. Вот, собственно, я думаю, ради этого все и затеяно. Понимаешь, если российское командование захватит вот эти города Дружковку, Краматорск, Славянск, Константиновку и выйдет на границы ДНР своими силами. Своими силами. Да. Путин скажет, что вот эту буферную зону я уже не отдаю. Все. Размена не будет. Это он сейчас предлагает размен, пока не вышли. А потом уже никакого размена. Где стояли, там и стоим, как вот Зеленский говорил. Давайте остановимся там, где мы стоим. Путин и скажет: все, давай, я не против. Остановимся там, где стоим. Но я так понимаю, что делать полноценную линию фронта вот этой Харьковско-Сумской линии не получится, потому что, просто недостаточно резервов, недостаточно... Да. И поэтому мы сейчас должны сразу перейти к обсуждению темы стратегических ограничений. Есть стратегические обстоятельства, которые ограничивают возможность и российской, и украинской армии. Но в первую очередь на этой неделе вышло очередное исследование Яниса Клюге, немецкого военного эксперта. Он не военный эксперт, он гораздо больше, гораздо шире у него сфера ответственности. Вот. Он период такой методикой. Поскольку есть открытые данные в некоторых регионах России, официальные данные, о количестве денег, которые потрачены на выплаты бонусов по региональной части контракта. Ведь контракт состоит как? Вот регион тебе выплачивает очень большой кусок, потом еще и федеральная часть, и потом дальше еще и зарплата. Да? Вот эта вот региональная часть, она публикуется в 30 регионах. Раньше было в 28, сейчас даже в 30, как он утверждает. Он берет эти деньги, этих 30 регионов, и дальше выводит среднее арифметическое, то есть экстраполирует на 89 регионов России. Приблизительная, конечно, цифра получается. На этот раз у него получилось, что вот эти бонусы за первый квартал, то есть январь, февраль, март, получила на 20% меньше новобранцев, чем в прошлом году в сравнении с этим периодом. Значит, тут мы сразу вспоминаем, что мы уже говорили. Мы посчитали, когда разделили цифры, которые назвал заместитель председателя Совета Безопасности Дмитрий Медведев, он 80 тысяч он назвал тогда, да? У нас точно так же получилось на 20% падения. Потом выступил, как мы тоже говорили, министр обороны при посещении горвоенкомата московского и сказал, что нет, все планы выполняются с опережением. И вот тут как раз встает вопрос, поскольку он цифры-то не называл, я имею в виду Белоусов, что такое планы с опережением? Просто планы уменьшились. Да, может быть, планы были меньше, и тогда они идут с опережением. Мы этого не знаем. Это вполне возможная трактовка.
Итак, у нас есть заявление с цифрами Медведева. Посчитали, если даже учесть вот этот новогодний период праздников, когда никто никуда не ходит, все равно снижение по сравнению с прошлым годом. И есть Янис Клюйге, который те же самые 20% показал, но он тоже не учитывает новогоднее снижение. Он прямо от 1 января считает. Вот, да? Если мы выбросим вот это 15 дней опять, в исследовании Яниса Клюйге получится больше значительно, но все равно падение по сравнению с прошлым годом. Надо подождать результатов следующего квартала, поскольку российские власти озвучивают это поквартально. При этом эффективность действий войск на фронте, она не коррелируется напрямую с численностью. То есть, вот эти дроны и вот эта серая зона, или там килл-зона, как даже на фронте килл-зона сейчас называется среди российских солдат, килка. А еще и называют килла. Прямо вот. Килла, наверное, я видел, да. Когда читаешь сообщения о обменах в телеграм-каналах, там они часто про килла или килка. Я думаю, что килла, а не килла. Ну, может быть. Вот эти обстоятельства, я имею в виду господство дронов на линии фронта, привели к тому, что увеличение численности все-таки напрямую не влияет на темпы продвижения. Отсюда напрямую вытекает мотивация командиров сообщать более оптимистическую картину наверх в своих докладах, чем она есть на самом деле. Вот на этой неделе появилась новость о том, что Сергей Сирченко, командующий 11-м корпусом ВСУ, это крупное соединение, значит, подал в отставку. Не знаем, добровольно или его уволили, считается, что добровольно. Этот корпус 11 отвечал за оборону Северска. Он стоял на направлении Славянск-Краматорск. И то, что Северск был занят, вот, там почти разрушений-то не было, и с такой скоростью, как выяснила потом комиссия, то есть украинская команда назначила целую комиссию разбираться, почему так получилось-то, да? Как выяснила комиссия, получается, что это связано с тем, что командиры 2 бригад этому Сирченко подавали ложные сведения о положении их бойцов на линии фронта. То есть они объявляли, что они контролируют какие-то территории там еще в Северске, которые на самом деле уже не контролировали. И это привело вот к таким обвальным явлениям, к обрушениям, потому что соседи слева, справа там надеялись, что они контролируют, а как выяснилось, что уже тут российские войска заходят, они этого не ждали. В общем, много там, чтобы одно на другое навернулось. Прямое следствие ложных докладов. Прямое. И сняли не только его, но и многих командиров бригад внутри. То есть такой вот разбор полетов. Ясно, что это общеславянская проблема менталитета нашего. И тут мы, конечно, должны бы вспомнить, как 1,5 года назад вот, в схожих обстоятельствах снимали командующую группировкой войск Юка Нашкина, у которого точно так же все военкоры писали о проблеме ложных докладов наверх. И снимали не только его, но и тоже командиров бригад и так далее, начальника штаба. Там прям целые группы высших офицеров были, ну, не уволены из армии, но с должностей сняли, их заменили. Да? Очень похожая ситуация. То есть я так вижу просто, что в условиях, когда не хватает абсолютно войск, и ты не знаешь, что тебе делать, многие малодушно пытаются утверждать, что вот все хорошо. Вот такая ситуация. Давно не вспоминали о лазерах как средстве борьбы с дронами, поскольку это действительно может быть эффективно, но видео, которое недавно опубликовали, демонстрирует, что очень-то это непросто. Да, вот та самая группа «Кочевник», у которой на вооружении этот китайский лазер, значит, продолжает фронтовые испытания. Это прям на самом деле испытания, получение опыта и вот решение, что дальше делать. Да, так сказать, они подают все, что у них там происходит, подают наверх, потому что Мантуров прошлым летом на полигон привез целую группу там, руководства российского, руководителей
правительство и Совет Федерации, они наблюдали, значит, испытания 8 приборов лазерных российских, не китайских, а российских, и как они действуют и так далее, и, в общем, как бы обнадеживающие были вроде как результаты, да? Вот сейчас выясняется, что не так все просто. Вот на этом видео я просто стал считать секунды, сколько времени ушло с тех пор, как лазерный луч уперся в беспилотник, Ну да. начал его, так сказать, прожигать, и до того момента, когда беспилотник стал разрушаться и падать. У меня получилось 12 секунд. Это еще, я думаю, что хорошая ситуация, потому что лазерные приборы здесь здорово зависят от состояния атмосферы. Ага. Ну, и даже не про туман. Даже Наведение просто. и влажность даже влияет на мощность луча. Даже влажность. А уж если, допустим, там облака, скажем, да, и так далее, ну, все совсем. Так что никакая не панацея. Один из способов борьбы, но не универсальный. Вот. И вот видно, что мощность этого китайского прибора лазерного, она недостаточна, потому что нужен очень мощный прибор, чтобы раз поймал его в захват, хлоп, 3 секунды и развалился. Вот. Они же поджигали, это крупный беспилотник, вот этот самый лютый. То есть, ну, по конфигурации видно, что это лютый, судя по всему, или что-то такое, типа его. То есть размах крыла 4 метра. Это не маленькая штучка какая-то, так сказать, и надо потратить время, чтобы его... Ну, понятно, FPV-дрон гораздо проще. Да, но FPV-дрон более юркий. Вот, собственно, вопрос. Как производится наведение? Потому что, ну, допустим, там ракета зенитная, она там следит, тепловой след отслеживает, там какие-то камеры, там лазер, который расстояние измеряет или что-то такое? Ну, смотри, сначала надо определить вообще траекторию, место вот этого, грубо определить, так скажем. Да, это делает радиолокатор. Он видит, все передает сигнал, и ты автоматом разворачиваешься в том направлении, значит, и так далее. Если у тебя нет достаточной мощности, чтобы его за полсекунды сжечь, ты ничего не сделаешь. Он будет вот так действительно пересекать линию лазера и безопасно для себя. Да? То есть ему необходимо, если лазер слабый, гораздо больше воздействия по времени. Вот. Поэтому юркий дрон должен сжигать лазер, который мощный, подходит для этого юркого дрона, который мухой в течение там, четверти секунды наносит ему какие-то прям серьезные повреждения, и он падает. Почему кочевник именно этот самолет сжигал? У них задача такая поставлена. Они не с FPV-дронами борются. Они стоят в глубине территории на российской земле. Понимаешь? И сжигают те вот эти вот дроны, которые далеко вглубь. Там, может быть, он летел куда-нибудь там в Усть-Лугу. Но оказывается не так эффективно, как просто ракеты. Просто маленькие, небольшого размера ракеты воздух-воздух, как выясняется сейчас, дешевле намного, чем вот большие там, зенитные ракеты, исполняют свою задачу вполне эффективно. А украинцы их используют по полной программе. В общем, летят эти дроны медленно, и вот даже прецедент FPV-дрон догоняет герань. Да, вот не просто герань, а реактивная Герань-3 с реактивным двигателем, ну, таким, видимо, не очень мощным, он догнал ее, этот зенитный дрон ВСУ, сзади. То есть он именно догнал, не перерезал ей путь, понимаешь, а именно вот прям догнал сзади. То есть она летит со скоростью, это вот Герань-3, 300 км в час, а Украина уже выпускает эти маленькие дроны уже с скоростью 350 км в час. То есть он, понимаешь, какая интересная штука. Когда первый реактивный истребитель Мессершмитт 262 вот, появился на фронте, он сразу за счет реактивных двигателей такую скорость получил, что его уже винтовые истребители советские или союзников, там, самые лучшие, не могли уже догнать все. И с тех пор, десятилетиями, это как бы у нас в голове у всех откладывалось, что реактивный быстрее винтового. Не может винтовой догнать. Оказывается, вот, пожалуйста,
О чем надо думать сейчас сразу вот, инженерам, которые там в Алабуге сидят и делают эти герани? Что необходим более мощный реактивный двигатель, который его разгонит до скорости там, 450 км в час, понимаешь? По крайней мере, чтобы он сильно обгонял вот эти вот зенитные дроны украинские, они уже не смогут его догнать. Все. Ну, а Украина тогда какими будут методами в таком случае действовать? Ну, более быстрые дроны какие-то получать, что-то каким-то образом развивать это направление на заводах в Европе. Вот Зеленский сейчас съездил в Европу, в Германию, в частности. У него там весьма продуктивный получился визит. Он подписал договор с Мерцем. Там на территории Германии существуют совместные предприятия, так называемые, ну, фактически немецкие предприятия, на самом деле, которых какая-то часть там, доли принадлежит украинцам, и они фактически получают европейского качества товара. Ну, то есть, на немецком предприятии сделанный дрон – это не то, что там китайский дрон, да, так сказать, он может быть гораздо более качественным. Мы знаем, что такое немецкая техника, в конце концов. Как отреагировало, интересно, Министерство обороны России? Она когда увидела, так сказать, вот это вот результаты такого визита, ведь сразу же вот в ходе этого визита стало известно, что Великобритания в течение года передаст Украине 120 тысяч дронов аж сразу. 120 тысяч, понимаешь? То есть, это, ну, наверное, это не FPV-дроны, а какие-то более важные, там, разведывательные и так далее. Потому что, кстати говоря, и Зеленский тоже с Мерцем-то договаривается о транспортировочных дронах, производства, которые 2 килограмма тащат. Вот. И там всяких дронах разведки, не FPV. Вот после этого всего, когда вот Министерство обороны России все это увидело, они, ну, я не знаю, как это назвать, издали документ, да, то есть заявление некое. И официально его разместили на своем канале в Телеграме, значит, что вот они протестуют, что Европа втягивается в противостояние с Россией, потому что дроны якобы украинские, якобы, на самом деле произведенные уже в Европе, будут лететь на большие расстояния, будут поражать там заводы всевозможные там, в глубине территории. Ну, примерно то же самое, что американские и европейские крылатые ракеты. На такие же дистанции будут летать, и все. Будет считаться формально, что это украинские. На самом деле мы понимаем, да, какие они украинские. Так же точно, как и вот эта крылатая ракета «Фламинго», неизвестно, где собирается, из каких частей, что, скорее всего, это европейская или там, английская ракета. Вот. И они опубликовали там 21 адрес в европейских городах, да, адреса центральных офисов этих совместных предприятий. Ну, довольно много. То есть, украинских компаний, целая куча совместных предприятий с европейскими. И там в Европе, но мы с самого начала говорили, что весь этот, условно, в кавычках, Урал украинский, он вынесен в безопасную зону, в Европу, и там они все это, так сказать, делают-то. Вот, поэтому, что тут нового для себя Министерство обороны увидело, я не знаю, надо было быть готовым к таким вещам-то. Вся нагрузка полностью перешла на Европу. И вот этот визит Зеленского в Берлин, где много очень соглашений разных было подписано именно вот по совместному производству, она свидетельствует о том, что Европа на себя принимает вот этот груз. Причем очень грамотно распределена номенклатура товаров, ну не товаров, а оружия, которое было вообще. В основном-то это, ну, зенитные ракеты, конечно, ну и дроны. Вот это самое важное, что сейчас нужно на фронте. Не танки, не этот Абрамс, не бронетранспортеры, а дроны, вот, все. И там они есть. Так, ну, в общем, ситуация с Ормузским проливом переменчива. Трамп то требует всех разблокировать Ормузский пролив, не получается. Сам блокирует его. Китай объявляет, что будет ходить там. Тогда Трамп сам объявляет, что я разблокирую Ормузский пролив ради своих друзей, партнеров, китайцев. Ну, в общем. Ну, сейчас, вот по сравнению на сегодня, ничего не происходит. Приблизительно такое же количество кораблей там заходит, выходит. Что получилось? Иран говорит, значит так, все, кто мне не друзья, платят по 2 миллиона с борта,
в основном берут криптовалютой. И какие-то корабли, которые прошли, говорят, уже заплатили в криптовалюте по 2 миллиона. А американцы, выставив свою калитку с той стороны Саманского берега, утверждают, что теперь будут проходить только те, которые не из иранских портов. А те, кто иранцам заплатили, тоже не будут проходить. Но поскольку они не могут проконтролировать, заплатили, не заплатили, значит, у американцев формально остается только один пункт. Они не пропускают тех, кто нефть залил на острове Харк. Вот, и все. А остальные, которые идут из Эмиратов, Саудовской Аравии и так далее, пожалуйста. Но Иран их не пропускает. То есть, получается какая-то взаимная такая штука. Ну, Иран пропускает за деньги. И вот они продолжают выходить. И тут неожиданно заявление адмирала китайского, который говорит, мы ходили и будем ходить, и мы не признаем право американцев устанавливать какие-то блокады здесь. Это прямо вот накануне введения блокады. Этот китайский адмирал большое заявление сделал такое. Чем сейчас это кончается? Что действительно мы видим, что корабли проходят, маленькое количество, немного продолжают. Блокада вроде как объявлена американская и иранская, и вроде как она не действует. То есть исходная вот эта система Ниппель, которая пропускает только в одну сторону, она у Ирана. Получается, американцы никак не регулируют на сегодняшний день. Может быть, из-за этого, понимая, что связываться с Китаем прям опасно. Еще сейчас ведь там ни одного китайского корабля военного нет. Китайцы туда никого не прислали. А если пришлют флот для сопровождения? Вот. Но он, как бы, понимая, что это все-таки не стоит так уж обострять, он, может быть, и отыграл назад. Трамп. Вполне возможно. Есть еще один момент. Это средства блокирования. Ну, есть просто обстрел с берега, обстрел с корабля, а есть минирование, конечно. И Трамп, прямо вот его цитировать можно, сказал, что если иранцы заминировали, правда, у нас нет такой информации, заминировали, но если заминировали, я требую немедленно разминировать. Вот так он прям буквально. Никто, оказывается, до сих пор не знает, заминировали или нет. Я вот помню, мы рассказывали нашим, значит, зрителям, как Украина негодными минами времен Великой Отечественной войны формально, ну, на виду российского флота, минировала воды возле Одессы в самом-самом начале этой военной операции с тем, чтобы зародить сомнения российских моряков. Могут они высадить десант или не могут высадить десант? А черт их знает, эти мины рабочие или нет. Поэтому сейчас выяснилось, что у иранцев есть маленькие лодочки, их очень-очень много, там чуть ли не 1000. И вот с этих лодочек они вроде как что-то в воду скидывают. По 2, по 3 штуки. Муляжи или вообще какие-то непонятные предметы, их не видно. Ну, то есть не разглядели. Но что-то они сымитировали. Вот ровно, мне кажется, как украинцы. Продемонстрировали, что мы покидали. На самом деле, как мы уже говорили, там давным-давно, может быть, лежат донные мины, управляемые, которые в критический момент можно подорвать. Самое интересное, что американцы попробовали это распознать. Туда зашли 2 новейших эсминца. На этих эсминцах нет никаких приборов штатных, я имею в виду, специальных, которые обнаруживают мины. И на них нет специального оборудования для тролления. Этим занимаются отдельные корабли, тральщики. Там нет сейчас, в этом регионе, тральщиков. Нет. Для чего они зашли? Они хотели, я так понимаю, протестировать реакцию иранских военных. Подорвут они хотя бы одну донную мину или не подорвут? Лежат они, там на дне или не лежат? Вот этого даже понимания нет. Они пытаются всеми силами спровоцировать Иран на применение мин, чтобы увидеть, что они там есть. Сейчас пока одни сомнения. Но каждое сомнение, каждая догадка о минах ложится тяжелым грузом на страховую компанию и на капитана. Ну, перемирие сначала 2-недельное, и, судя по всему,
которое продлится еще на 2 недели, оно объясняется тем, что готовятся переговоры. Да, первый, значит, тур вроде как не очень успешно прошел. Вот сейчас попытается второй. Значит, никто не знает, что там они обсуждают насчет ядерной программы. Вернее, есть какие-то утечки, но они такие очень мутные. Нет, про ракетную программу вообще ничего не слышим. А основной камень преткновения, вот то, что все обсуждают, конечно, Ормузский пролив. Да. То есть сами создали проблему, и сами теперь в переговорах уже обсуждают не первоначальную задачу этой специальной военной операции, а ее последствия, чтобы отменить, отойти хотя бы назад, к тому, как было до. Ну, в общем, абсолютно, да, вот так оно и получилось. Видишь ли, любая война, это вот прям вот в обезон, как говорят преферансисты, должна начинаться с каких-то, ну, для того, кто ее затеял, да, должна начинаться с каких-то условий определенных, а закончиться лучшими условиями. То есть смешно начинать войну, которая закончится хуже, чем было до того, как. Вот в данный момент мы сейчас видим, что, вообще-то говоря, обсуждаются условия хуже, чем были до того, как это. Потому что Иран будет теперь требовать денег за проход. Да. И или вообще, репарации. И вообще контролировать чертов этот пролив, понимаешь, о котором как-то не подумали. Значит, вот у этого пролива есть одна особенность, которая, по-моему, мы ее не упоминали, ну, скажем сейчас. Он узкий, и он фактически пополам разделен территориальными водами 2 стран. Это Иран и Оман. И вот сейчас, как стало известно из утечек на переговорах, американцы предлагают персам совместное патрулирование в проливе. Но ведь это же означает, что они будут патрулировать в территориальных водах Ирана. Территориальные воды для всех стран мира – это священная корова. Туда никто не должен заходить вот по своему, как бы… Ну да, береговая охрана сразу же. Да. То есть все торговые суда имеют соответствующие договоры, разрешение Master Harbor, да, то есть человек, с которым ты связываешься, ну, предположим, там по радиостанции, ультракороткие волны, все, говоришь, я такой-то номер, захожу, он тебе маршрут чертит, которым ты заходишь в порт, и все остальное. И у него во всех документах сразу отражается, кто, что за корабль идет. То есть ты по своему произволу просто так зайти, это уже нарушение чревато вооруженным конфликтом вот, в территориальном. А тут американцы говорят, нет, мы будем совместно с вами в ваших водах плавать и там контролировать. Конечно, иранцы категорически против, да я думаю, никогда на совместное патрулирование не пойдут, никогда. Но тут есть такое обстоятельство, от которого я сам прямо вот так присел. Все апеллируют к морскому праву. И понятно, что морское право трактует, что иранцы не имеют права, например, никого не выпускать. А американцы не имеют права блокаду устанавливать, тоже по морскому праву. Но существует конвенция Организации Объединенных Наций по морскому праву. Большой талмуд. Я имею в виду, как там подробности, сколько всего. Тут выясняется, что все главные участники этой войны конвенцию не ратифицировали. Израиль, США и Иран не ратифицировали эту конвенцию по морскому праву. То есть с них взятки-то гладкие. Они не отвечают, понимаешь, для них нет морского права в том виде, в котором сейчас и все журналисты, там, политические обозреватели со всех сторон выдвигают. А они, оказывается, этот закон-то и не обязаны ему подчиняться вовсе. Это так очень интересный поворот темы. Вот был День космонавтики, все снова вспоминали Гагарина, а глава Роскосмоса Баканов встретился с Владимиром Путиным, поговорили о успехах, о проектах и вспомнили о «Союзе-5», который в ближайшее время должен стартовать. Согласно окну, которое выделил Казахстан, владелец космодрома Байконур, это должно произойти уже до 26 апреля. Да, первоначально даже ждали, что запустят Дню космонавтики. Ну вот не состоялось, там какие-то проблемы были, на старт отложили. Он стоит уже в вертикальном положении, его уже, так сказать, в принципе, можно заправлять, сливать воду и так далее, горючее. То есть, строго говоря, он готовится вот-вот к старту. Понятно. «Союз-6» – это очень
важное достижение российской космонавтики, да и казахстанской тоже, как теперь выясняется. У Казахстана теперь космонавтика своя в связи с этим проектом конкретно. Мне очень интересная история. Почему его так ждут вот очень многие там, ну, энтузиасты космонавтики, инженеры, те, кто его делал, и политики тоже. Значит, в свое время Советский Союз создал и запустил 2 раза самую большую в мире, значит, ракету, самую тяжелую, которая больше всего поднимала более 100 тонн груза на орбиту. Это ракета «Энергия». Знаменита она тем, что она поднимала челнок «Буран». И «Буран» в первом своем полете, вот он на этой ракете и взлетел. Задумано это было так. Там есть центральный блок, который очень тяжелый, там, с большими двигателями. А к нему сбоку прилеплены боковые эти самые ступени, которые его усиливают. И вот этих ступеней можно в разных наборах. Можно 2, 4, 6, 8. И вот эти боковые ступени ракеты «Энергии» это была отдельная ракета «Зенит». То есть она могла как боковые ступени, а можно отдельно, значит, запускать более 12 тонн она на орбиту там выводила. Экологически чистая, керосин плюс жидкий кислород. Вот. Хорошая ракета, современная по тем временам, производилась на Южмаше. Ну, знаменитое предприятие, все понятно, украинское, значит, оно создавало там систему управления двигателем, а сами двигатели из Российской Федерации поставляли мощнейшие двигатели, все. Советский Союз рухнул, эта ракета «Энергия» 2 раза все слетала, больше все налетел, а «Зенит»-то остался. И старты отдельные для него на Байконуре у казахов остались. Вот так разделилась эта ракета. Двигатели в России, баки и всякие различные системы управления в Днепропетровске, а на Байконуре у казахов остались стартовые столы. Тут пришла идея, значит, эту ракету запускать еще давным-давно, в самом начале, когда страны пошли каждый по своей дороге, значит, после распада Советского Союза, эту ракету запускать с корабля совместно с американцами. Значит, корабль выходит на экватор, и оттуда за счет вращения Земли гораздо больший вес можно забрасывать на орбиту. Корабль построили, все сделали под ракету «Зенит», все это. Потом украинцы сами еще эту ракету модернизировали, и она полностью принадлежит им как ноу-хау. В этот момент американцы, покупавшие российский двигатель, вот те самые, начали запускать ракету «Антарес». Эта ракета, у нее первый, самый большой бак это «Зенит». Украинцы на Южмаше его делают, присылают американцам, русские делают двигатели, присылают американцам, они все это вместе составляют, ну, там, свои приборы туда, приборы управления добавляют. И вот ракета «Антарес» полетела. Очень дешевые исходные компоненты, потому что российские и украинские ракетчики, ну, продавали дешево. Выгодно очень. И эта ракета «Антарес» полетела и не раз, и не два, все были довольны. Потом потихоньку американцы сказали: все, двигатели будем делать свои. Нельзя от русских зависеть, это прям позор. Все-таки. И начали разрабатывать свои двигатели. Стало понятно, что этот «Антарес» долго не пролетает, будут уже новые двигатели, американские. И вот тогда возникла затея, и в этот момент случился Крым. И вот Крым все перевернул. То есть его переход в Российскую Федерацию создало тяжелейшее напряжение в отношениях между государствами. Все это на государственное предприятие вылилось, потому что и Южмаш, и российское космонавтика, все государственное предприятие, понятно. Но ракета «Антарес» летает. То есть американцы продолжают закупать все. И все это вместе составляет и летает. В 2019 году, по-моему, последний был старт. В этот момент нашему соотечественнику, владельцу авиакомпании S7 Владиславу Филеву пришла в голову идея, почему не повторить трюк. Ну хорошо, плохие отношения между Россией и Украиной. А давайте сделаем американскую фирму, которая будет производить ракеты, другую. Украинцы с Южмаша присылают баки, там все, что нужно. Мы присылаем, я закупаю вот эти вот двигатели. Американцы там все собирают,
Я это забираю, покупаю этот корабль, с которого запускается. Этот корабль С-7 уже. Частная космонавтика, частная. Ставлю на нее эти ракеты, которые формально американцы произвели. Красивая затея. Вообще, если ты задашься мыслью, существуют ли у нас сейчас в России вот действительно такие подвижники, настоящие мечтатели, люди, которые живут не просто вот космосом как средством заработка, а просто живут мечтой, воздушным океаном, полетами, это, конечно, Филев. Вот это визионер, наш русский визионер, понимаешь? Супруга его погибла, можно сказать, что со штурвалом в руках, летчица, которая пилотировала самолет, разбилась. Его даже семейная трагедия – это трагедия авиационной отрасли. Вот в этой сфере произошла, понимаешь? Вот он весь этому отдан. И, конечно, он очень-очень надеялся на этот проект. Вот так вот обмануть судьбу. А давайте вот два государства воюют между собой, а мы в третье нейтральное государство, в Америку, будем присылать детали, там собирать, и вроде как вот ничейные ракеты в результате. Тогда я захотел написать об этом. Я попросил знакомую журналистку в Киеве порасспросить, может быть, об этом проекте, возможном еще только, да, Южмаше, что как. С увлечением как-то я все это рассказывал, и вдруг она молча выслушала все и говорит мне, ну, близко к тексту, как бы цитирую такого воспоминания, это задолго было еще там до ковида, до всего, и говорит: слушай, хорошо, что ты мне это рассказал, я уничтожу этот проект, я сделаю все, чтобы он не состоялся. Тут такие отношения между Россией и Украиной, идет война. Ну, она имела в виду... После 2014. Да, после 2014 года. О каком сотрудничестве ты можешь говорить? То есть, я понял, что я не ловлю еще... У меня другие представления об Украине. Да? Что там возникло большое количество людей, которые готовы уничтожить свою собственную ядерную, в смысле, ракетную отрасль, лишь бы не с Россией. К чертовой матери закрыть вот этот Южмаш, все, просто всех на улицу, но только чтобы не это. И Филев, который это все задумал, он, судя по всему, тоже это не ловил еще этих изменений, понимаешь? Все уже было кончено в умах многих украинцев. А еще здесь, в России, мы вот что-то надеялись, что, может быть, наоборот, эти связи укрепят, они как-то сумеют договориться, что-то там в лучшую сторону изменить. Война не начнется, потому что через Украину шли еще эти все трубопроводы, нефть текла, Украина получала огромные миллиарды долларов за транзит через свою территорию. И этот вот аммиакопровод шел на Одессу из Тольятти. Все было. Но уже тогда готовы были пожертвовать такими вещами. Я был ошарашен, конечно, сказал, ну, извини, значит, не будет ничего. Все. И на этом все закончилось. И вот теперь они решили эту ракету импортозаместить. И полностью «Зенит-2» переделали. Но стартовый стол остался под «Зенит» украинский. И Путин предложил Назарбаеву: давайте вы будете делать наземную инфраструктуру, мы будем делать ракету, и будет совместно казахско-российская ракета. И казахи с удовольствием согласились. И теперь у казахов есть своя космическая отрасль. Вот в буквальном смысле они много делают. Много делают. И эта ракета «Союз-6» вот с такой сложной судьбой сейчас стоит на старте. Она была не просто импортозамещена, там все переделали. Ну, как бы обновили, все современное уже, да, в замысле, во всем. Но, в принципе, основные черты ракеты остались. И вот она стоит сейчас на старте. И Баканов докладывает Путину о том, что вот-вот полетит. Будем ждать, будем ждать. Ну, на этом у нас все. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. И поставьте лайк, пожалуйста, этому видео. Подпишитесь, у нас телеграм-канал есть, в котором ежедневно выходят посты, какие-то оперативные комментарии, или Бусти, в котором, как минимум, еженедельно выходят ответы на вопросы подписчиков, иногда какие-то не вошедшие в выпуск материалы. И напоминаем, что в Бусти все наши материалы и вообще все, что вы там увидите, без рекламы. Да, все. Всем Всего пока. хорошего, до свидания.